Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, легкий йогуртовый тортик, который всегда получается очень быстрый, нравится как взрослым, так и детям, тающий буквально во рту и готовится очень быстро и очень просто. Все покажу и расскажу в данном видео. Торт буду готовить большой, 26 сантиметров в диаметре. Итак, здесь у меня 15 грамм желатина. Также здесь 100 мл холодной кипяченой воды. Заливаю желатин и оставляю его набухать. Здесь 250 грамм размороженной вишни без косточек. Вишня кислая у меня, сразу говорю. И пробиваю ее сейчас блендером. Переливаю все это в ковшик. Добавляю туда сейчас 50 мл воды. Перемешиваю. И довожу сейчас всю эту массу до кипения. Ягоды и фрукты вы можете здесь использовать любые. Закипела смесь. Я сейчас ее остужаю слегка. И добавляю туда весь набухший желатин, чтобы смесь не была кипящей. Ну, такой достаточно очень даже теплый она должна быть, чтобы желатин полностью весь растворился. Все это также перемешиваю, чтобы полностью желатин разошелся в смеси. Сейчас пропускаю все это через сито. Остатки от кожицы от вишни все в сите должны остаться. И если остались какие-то комочки желатина, они тоже у нас останутся в сите. Всыпаю туда сейчас 200 грамм сахара, потому что вишня у меня очень кислая. Пожалуйста, здесь обратите внимание, что сахар берите по вкусу вашей ягоды или фруктов, которые вы будете использовать для этого мусса. Конечно же, для клубники, если вы хотите с клубникой делать, нужно не так много сахара брать, где-то 150 грамм. Отставляю пока в сторону, чтобы вся эта смесь остыла до комнатной температуры. Бисквит к данному торту я готовила в предыдущем видео. Бисквит, который всегда получается, очень ровный. Бисквит этот бюджетный. Он готовится без разделения яиц. Ссылку на подробное видео по его приготовлению я оставлю вам в описании к данному видео. Разрезала я его на 3 коржа, и сейчас с ними я буду собирать торт. И пропорции я также все напишу под видео. Нижний корж я уже установила в кондитерское кольцо, и все это простелила ацетатной пленкой по бокам. Здесь 500 мл очень холодных сливок для взбивания. 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм туда отправляю. Сахар мы здесь больше добавлять не будем, потому что весь сахар пойдет у нас из ягодного пюре. Взбили сливки до мягких пиков. Вот такие они должны быть. Сливки не менее 30% жирности. Добавляю туда 500 грамм йогурта. Йогурт можете брать любой жирности, но не питьевой. Лучше брать обычный вот такой йогурт. У меня греческий йогурт. Вы можете брать йогурт с тем вкусом того фрукта или ягоды, который вы будете использовать. То есть это все на ваше усмотрение. Тогда сахара просто берите меньше, если йогурт сладкий. И уже остывшую вишневую смесь с желатином я отправляю сейчас к сливкам с йогуртом. Йогурт у меня не холодный. Я ему полчаса дала постоять без холодильника. Перемешиваю все это до однородности, ничего здесь долго не взбиваем, просто чтобы масса эта вся объединилась хорошо с желатином. На весах разделила крем на 2 равные части. Одну часть крема выливаю на нижний корж. Бисквит здесь, конечно же, можете использовать ваш любимый, но в данном случае я использую необыкновенно легкий бисквит, который просто дополняет этот нежный мусс. Я эти коржи ничем не пропитываю. Особенность этого бисквита в том, что если он очень долго будет лежать в холодильнике, как заготовка, он может у вас подсыхать. Поэтому этот бисквит я буквально несколько часов держу в холодильнике и сразу же с ним собираю торт. Следующий корж также выкладываю на кремовый мусс
И выливаю вторую порцию мусса уже на следующий корж. И коржи я не пропитываю. Влаги здесь достаточно придет именно из мусса, и она пропитает эти коржи. Сейчас накрываю все это третьим коржом и убираю этот торт в холодильник хотя бы на 4 часа. В идеале, конечно же, убрать на ночь. Итак, приготовим крем для покрытия торта. Здесь 300 грамм сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 150 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 300 грамм творожно-сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне. Все молочные продукты очень холодные. Взбиваю все это до устойчивых пиков. Крем очень простой, и очень хорошо им и выравнивать, и украшать такие домашние тортики. Вот такой плотный крем получился. Торт у меня простоял часов 5 где-то в холодильнике. Не ночью он у меня стоял, а примерно 5 часов. Вот такой уже плотный мусс получается, то есть он полностью уже принял форму, которую мне нужно. Сейчас делаю черновое выравнивание, чтобы крошки все связались. И сейчас из кондитерского мешка отсаживаю вот такие столбики по бокам, чтобы уже выровнять более ровно боковину торта. Здесь можно украшать все по вашему усмотрению. Вы можете также его обтягивать любым кремом, этот торт, и белково-заварным кремом, и ганашем, и даже под мастику его можно использовать, этот тортик. Это все по вашему желанию. Торт большой получается. Торт 26 сантиметров в диаметре. Такого торта хватает минимум на 20 порций. Украшаю вот такими завитками очень быстрыми. И, в принципе, мой торт уже готов. Посыпала кокосовой стружкой боковину торта. И вот такой тортик у меня получился. Еще раз повторяю, что мусс в этом торте вы можете изготавливать с вашими любимыми ягодами и фруктами. Здесь это значение не имеет. Такой прекрасный разрез получается у торта. Он очень хорошо держит форму. И торт буквально тающий во рту, это без преувеличения. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.